Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте посмотрим, каким же будет месяц сентябрь для тех, кто родился под знаком зодиака Дева. Рассмотрим общую атмосферу, сферу работы, финансов, личную жизнь и совет предостережения. Будет одна общая позиция, устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. И начиная с общей атмосферы, давайте посмотрим, что же готовит сентябрь Девам. Движение вперед, решение вопросов и проблем, причем очень в положительном для вас ключе. И взаимодействие с людьми, которые не совсем искренни по отношению к вам. Для кого-то сентябрь будет месяцем поездок, для кого-то это просто прогресс и движение вперед, связанное с решением назревших вопросов. Решение вопросов осложняется тем, что ваши оппоненты не всегда ведут честную игру. Они хитры, они изворотливы. И испытания, они на самом деле еще впереди. Здесь не только сентябрь, но и более поздний период, октябрь, ноябрь, продолжат развитие текущей ситуации. Но вы движетесь вперед. Вам это движение и решение вот этих вот проблем, прохождение испытаний просто необходимо. Давайте посмотрим, что в работе, в делах у дорогих, уважаемых дев. Восьмерка жезлов – это движение вперед. Причем, вы знаете, вот эти поездки, эти прогрессы, они, скорее всего, касаются сферы именно работы. Да, здесь есть люди, причем это женская фигура. Женщина связана с вами по работе. Это может быть человек в форме, начальник, руководитель, это может быть проверяющее какое-то лицо. И по сути ее задача вершить правосудие, вершить справедливость, быть объективной. Но здесь ведутся подковерные игры, здесь ведутся игры за вашей спиной. И для того, чтобы преодолеть все вот эти трудности, вам важно двигаться вперед и вот эти проблемы решать. Я не могу сказать, что эти проблемы будут решены именно в сентябре, они скорее будут решены позже, но в самом положительном для вас формате. Карта Звезда – это достижение цели. Вам откроются возможности и придут люди, которые готовы вам помочь, вас поддержать, но тем не менее сентябрь будет для вас таким месяцем, я бы сказала, напряженным достаточно, когда придется попотеть. Но здесь из серии, из труда не вытащишь рыбку из пруда, да, для того, чтобы добиться того, чего мы хотим, мы должны постараться. Просто здесь вот в сложностях вот эти лисы и десятка мечей, это хитрость, это действия за спиной, которые вас немножечко будут просто выводить из состояния равновесия. Но, повторюсь, финал будет для вас очень таким впечатляющим. А что в финансах? Давайте посмотрим. В финансах. Вы знаете, такое чувство, что львиная доля дохода вам приходит от мужчины, который к вам очень благосклонен. Это может быть любящий вас человек, который постоянно пополняет вашу копилку. Это может быть человек, с которым вы связаны по работе, по каким-то делам. И он к вам очень милосерден и благосклонен. И поэтому он способствует тому, чтобы постоянные денежные поступления в достаточном количестве у вас были. При этом такое также большое количество денежных средств вы тратите на удовольствие для того, чтобы поддержать свои эмоции в балансе. И это на самом деле правильно. Каких-то потерь финансовых здесь нет. Наоборот, постоянные денежные поступления и даже возможность приумножить в дальнейшем свои доходы. Но здесь скорее большая часть таких вот финансовых средств, она все-таки приходит благодаря вот мужской фигуре, которая, собственно, к вам очень, как я уже сказала, благосклонна. А что в личной жизни? Давайте посмотрим, что в личной жизни у дев. Так. В личной жизни также непростой период. Причем, вы знаете, здесь у многих даже отыграется такая ситуация, когда
рабочие отношения и личные отношения, они как-то соприкасаются. Здесь многие со своим партнером работают вместе, либо дела какие-то делают вместе. И период в личной жизни в сентябре у дев будет напряженный. Будет ревность, будут претензии, будут выяснения отношений. Фактически здесь отсутствует движение вперед за счет того, что очень много энергии тратится вот на различную такую вот работу по выяснению отношений. И могут быть даже затишья, могут быть паузы, могут быть некие такие манипуляции на почве того, что где-то на горизонте маячит женская фигура. Но я не могу сказать, что эта женская фигура представляет какую-то особую значимость, она скорее мучит воду и доставляет дискомфорт, дисбаланс вам и вашим отношениям. Давайте посмотрим, как вам лучше вести себя, во-первых, в сфере работы, потому что здесь непростая такая ситуация, и вот в сфере отношений, к чему стремиться, как себя лучше вести. Десятка кубков. Ну, во-первых, здесь важно заручиться помощью и поддержкой близких людей. Если вы в семье состоите, если семья актуальна, то вопросы семьи должны стоять на первом месте. И все, что касается вот проходящих мимо лис, кубковых королев, это должно быть очень второстепенным. Также стоит стремиться к переменам. Все движение вперед, оно вполне оправдано, обусловлено, и перемены здесь действительно нужны, но не нужно торопиться. Карта умеренности – это символ спокойствия и отсутствия спешки. Важно уметь контролировать свои эмоции и максимально сосредоточить и использовать свой потенциал для того, чтобы реализовать желаемые вами цели и планы. А чего остерегаться? Так, ну, здесь сотрудничество, шестерка пентаклей, да. В работе не все ваши коллеги, не все ваши партнеры желают вам полноценного, стопроцентного добра. Кто-то будет вкладываться больше, кто-то меньше. Кто-то будет получать больше, кто-то меньше. Здесь может присутствовать и корысть, и зависть. Но вам сейчас важно сконцентрироваться больше не на том, чтобы вот вам прямо здесь и сейчас было комфортно, а на том, чтобы осуществить максимально вот намеченные планы и эти перемены, к которым вы стремились. Вам важно сосредоточиться на движении вперед и на прохождении вот тех трудностей, которые выпадут на вашу долю. Ни в коем случае не нужно здесь, важно беречь себя, но важно не жалеть, да, не то, чтобы вызывать к себе какое-то чувство жалости и бояться лишний шаг сделать, потому что вот вы перетрудитесь, не нужно. Важно действительно собрать весь свой потенциал для того, чтобы достичь желаемого. И не нужно думать, что от вас ничего не зависит. Не нужно становиться в позицию пажа, в позицию ребенка. Важно понимать, что вы способны осуществить желаемые перемены и продвинуться к намеченной цели. Вот вы знаете, карта Иерофант – это вообще символ правильности, нравственности. Но в данном случае про такое вот добросовестное отношение к тем людям, которые нечестны по отношению к вам, можно забыть. Важно сохранить и защитить свои интересы. Конечно, ни в коем случае не нужно опускаться до уровня тех людей, которые ведут себя недостойно, но если необходимо будет действовать более жестко, чем обычно, в тех условиях, в которых вы будете находиться, а здесь будет не всегда легко, то абсолютно не возбраняется использовать те методы борьбы, которые вы не принимали ранее, потому что вам важно осознавать то, что вот те трудности вы преодолеете, только двигаясь вперед, только прилагая максимум усилий, которые требуются для того, чтобы вот осуществить задуманное. Да, и здесь где-то и хитрить даже. Вот здесь, кстати, в совете по работе идет карта Луна. Это символ хитрости. И Верховная Жрица у нас выпадает. Здесь таинственность. Здесь не нужно раскрывать все карты перед теми людьми, с которыми вы будете взаимодействовать. И да, можно посражаться, можно побороться. И это касается именно в первую очередь работы. Но, повторюсь, здесь у большинства личная жизнь и работа, они как-то переплетаются, пересекаются.
Тем не менее, знайте, что преодолев те трудности, которые ждут вас в сентябре, вы открываете себе дороги, вы открываете себе возможности для того, чтобы в полной мере реализовать все намеченные цели и планы. Вот такой получился у нас расклад для уважаемых дев. Я благодарю всех за просмотр. Рада и благодарна за ваши подписки, лайки и комментарии. И до встречи с вами в новых видео.